Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня мы отправляемся в очередное интересное путешествие, в свой отпуск, который сдвинулся у нас по некоторым причинам на целую неделю. Нам пришлось отказаться от брони отелей и забронировать отели заново. Но ничего страшного, мы отправляемся в те места, в которых мы еще никогда практически не бывали. А может быть, кто-то из вас там тоже не был, а может, кто-то был. Первым пунктом нашего назначения будет город, столица автономного сообщества Арагон, город, который называется Сарагоса. Сарагоса. Да, туда мы едем. Дальше будет у нас тоже очень интересный маршрут. Надеюсь, что вам понравится. Наверное, это будет несколько серий из нашего путешествия. Что-то мы оставим за кадром, а чем-то поделимся с вами, как обычно. Поэтому лайк, подписка, комментарий. Смотрите, получайте удовольствие. Как я уже сказала, первый город Сарагоса, и мы сегодня едем туда. Ну, а сейчас у нас 11:03. Выехали мы из Ориуэла-Коста. 32 градуса у нас. Движемся вперед. 5:40 где-то будет наш маршрут до Сарагосы. Едем мы не через Валенсию, поедем мы через Альбасете. Так вот, выше как бы дорога наша будет пролегать. Август, жара, страшная духота на побережье. Очень много туристов. Хочется прохлады. Поэтому едем, пока едем на северо-восток. Снега, хочу снега. Снега хочешь? Нет, снега в этой серии у нас не будет. Ну, может быть, когда-нибудь, где-нибудь мы его снова и найдем. А пока что едем на северо-восток. А дальше вы увидите дальше. Так, заехали немножко заправиться. Чуть позже я вам скажу цены на топливо. Кстати, кого интересовал газ, пожалуйста, баллоны 19,10 и 13,50 стоимость. Ну что, это у нас Сепса. И на Сепсе цены 1,4, 1,6, 1,5. В общем, вот так. Кстати, тут написано, что с 10 центов дарят все лето до 1 сентября, там с 20 какого-то 2 июля на каждый литр дарят 10 центов. Сумасшедшее лето, то есть супер оферты. Вот так вот. Приятненько, наверное. Скидки летом, да? Летние скидочки, да. Ну, все отправляются в отпуск как раз. В это время вся Испания движется в отпуска. А мы едем дальше. Проезжаем мы вот такую красивую оливковую рощу. Кстати, сегодня 36 градусов на улице. Достаточно жарко, и споры о том, где проводить лето, они, конечно, сводятся к тому, что тот, кто приезжает с севера, хочет отдохнуть. Кто из северных стран, да, из Финляндии, Норвегии, Швеции, хочет отдохнуть все-таки на побережье, на южном побережье Испании, насладиться жарой, теплым морем. Ну, а тот, кто жарится и греется весь год здесь, вот на побережье, на нашем побережье валенсианском, Комунидаде Валенсия, да, тут, конечно, хочет поехать в более прохладное местечко, может быть, куда-то на север. Посмотрите, оливочки уже такие. На север Испании, ну или вообще в прохладные страны. Потому что это уже, конечно, для нас жесткое испытание. Постоянно находиться на солнце, на жаре. Это даже вредно, наверное, для организма. Поэтому мы, как многие местные жители, естественно, отправляемся в более прохладное место. Маленький стоп делаем и сейчас поедем дальше. Сейчас мы едем по красивой дороге, трасса Н-330 в сторону города Тируэль. Погода шикарная. Дорога красивая, медленная. Вот здесь участок, такой перевальчик. Но очень красивые повороты, горы, виды, скалы. Здесь даже 40 км в час, потому что, в общем-то, крутые повороты. Поэтому мы едем
И сегодня мы будем в городе Сарагоса. Вот мы проезжаем, кстати говоря, по дороге очень много вот таких маленьких городочков. Но поскольку сейчас 15:30, сиеста, города абсолютно пустые. Кажется, как будто бы и жителей нет. Ну нет, есть такие уютные какие-то барбекюшки, улочки. Тоже река какая-то. Еще один городок. Ну что, дорогие друзья, 15:56, мы все еще едем, мы едем с остановочками, неспешно, любуемся красивыми видами, садами. Погода у нас 36 градусов, я не скажу, что здесь стало холоднее, чем на побережье, но воздух гораздо суше, очень приятно пахнуло то соснами, то вот сейчас травой, гораздо суше, нет такой сильной влажности, духоты изнуряющей какой-то. Вот, мы едем в сторону Теруэля, затем будет сегодня Сарагоса, еще раз повторюсь. Ну и дальше путешествие уже продолжится наше в других интересных местах. А вот это, между прочим, сады яблок. Вообще очень плодородное такое местечко. Здесь и яблоки, и яблони растут, и разные прочие фруктовые деревья. Ну что, на севере стало модно продавать домики за 15 тысяч евро, говорят. Я думаю, что в этих городочках тоже можно найти такие домики. Только будет ли тут приятно, интересно и перспективно жить? Я смотрю, что тут много брошенных квартир, домиков расселенных. Думаю, что можно купить все это за копейки. Но будет ли тут интересно находиться? Тут, скажем так, цивилизация-то, может быть, и есть, но все-таки немножко депрессивно. Народу сейчас на улице нет. Промышленность, наверное, какая-то все-таки уже, ну, что-то брошено. Видите, старенькое, разваленное. Либрус называется этот населенный пункт. Река Турия так идет. Река Турия. Вот, поэтому я думаю, что дешевую недвижку можно купить в разных местах. Главное, чтобы это было перспективно и полностью удовлетворяло все ваши потребности, ценности и то, что именно вы ищете. А может быть, вы ищете как раз вот такое зеленое свободное место, где будет тихо, спокойно, и только небольшая кучка местных жителей будет радовать вас. И будет радовать вас своим щебетанием с утра. И вот такие красивые горы. Но местечко действительно красивое. Всех туристов обычно возят по побережьям, показывают Бенидорм, Малагу, Марбею, я не знаю, там Валенсию, может быть, еще какие-то места побережья красивые. А вот в центре Испании, ну, не все бывали, наверное. Вот мы сейчас едем в Теруэль и показываю вам городочки, которые находятся на нашем пути. Простые, вот, кстати, домишки продаются, квартирки. Может, кто хочет прикупить себе по дешевке. Вот, простые такие населенные пункты. Ну, а проехали мы уже 332 километра, потратили где-то чуть больше, чуть меньше половины бака. Угу. Полбака и полбака. Полбака и полбака по-любому бака. Так что доедем до места, я вам точно скажу наш расход и нашу стоимость поездки в этот раз.
что делаем первую нормальную остановку. Мы уже давно в пути, уже 17:03. И будем пытаться попить кофеек. Как обычно. Вот такая вот стояночка, Сепса. И мы решили здесь затормозить. Первая большая такая приличная остановочка. Сейчас я вам покажу, дорогие друзья, сколько что у нас стоит. Кофе у нас стоит €50. Ну, все остальное вы можете видеть. Особенность еще такая, сейчас 17 часов, и можно поесть только в баре. А комедор, то есть там, где можно пообедать, в данный момент сейчас не работает, потому что обед уже закончился. До 16 часов, вероятно, да? Ну и все по времени, да, то есть такая особенность. Это вам не у нас на побережье, когда можно есть круглосуточно, обедать, когда заблагорассудится. Здесь все, обед закончился, пьем кофе, едим круассанчик, едем дальше. Вот кто так. Не успел, остается голодным. Кто не успел, тот будет ждать ужин. Тут, кстати, купить можно местные продукты. Вот что я никогда не видела: консервированная свинина в масле, в баночках больших. А вообще регион такой, что здесь много ферм. Видимо, здесь выращивают свинину. Поэтому, видите, есть колбаски. Но вот это типичная аравонская еда в баночках. Это я вижу впервые. Вот это да. Ну, конечно, не всем это показано, не всем полезно, но тем не менее есть такое. Можно даже цены поизучать. Ну что, уже вечер, стемнело, приятный закат в городе Сарагоса. Сейчас 31 градус, несмотря на то, что почти 10 часов вечера. Разместились мы в отеле, прекрасно поужинали в ресторане отеля. И теперь едем посмотреть одну из достопримечательностей, которая находится в этом городе. Надеюсь, что что-то мы вам покажем. Завтра у нас в плане еще одна достопримечательность в этом городе. И также вы увидите это наверняка через несколько уже секунд для вас. Так, мы расположились прямо в центре. Здесь есть парковка. Аунтамиенто называется, Пласа дель Пилар. Если что, парковка здесь. И мы вышли посмотреть вечернюю Сарагосу прямо в центре. И сразу же попадаем на это уникальное тоже здание, базилика Нуэстро Синьора дель Пилар. Вот такая базилика. Классная. Вот как раз Алексей углядел. Вот здесь написано музей Гоя. И вот туда направо. То есть все рядышком. Поэтому есть что посмотреть в этом городе. Вообще я читала, что несмотря на то, что он гораздо меньше размером, чем Мадрид, но в нем достопримечательностей, интересных мест ровно столько же, как и в Мадриде. То есть здесь есть очень интересные парки красивые. Здесь есть река, которая называется Эбро. Красивые мосты через эту реку. Также есть дворец типа Альямбры, который находится в Гранаде, да, дворец Альхоферия. Тоже очень интересно. Я думаю, что мы завтра посетим, ну а вы увидите буквально через несколько секунд. 5 евро вход. Ну, посмотрим, удастся ли нам туда попасть. Смотрите, какое огромное здание базилики. Жалко, фонтан сейчас не работает. Вот я видела фотографии с фонтаном работающим. Какую-то реконструкцию проводят. Потому что очень жарко. Сейчас вот вечер. Да, но сейчас достаточно жарко. 36 градусов, очень душно, наверное. Ну что, а впереди у нас Римская стена. Опять-таки, дорогие друзья, мы не гиды, мы просто читаем о каждом городе, куда едем немножечко. И площадь называется Нуэстро Синьора дель Пилар. Вот. И вот она, остатки Римской стены. Ну, кстати, тут отель сзади даже есть какой-то. По-моему, башня немножко наклонена. Кстати, да. Кстати, да, она вот наклонена в правую сторону, вот сюда немножко. Немножко, да.
Друзья, в Сарагосе существует своя Пизанская башня, она тоже наклонена, и угол очень прям, ну, видно, что наклонена. Если Сейчас я горизонт вот так выставлю, вот. Да, если вы посмотрите край этого здания и посмотрите на башню, не знаю, камера, конечно, искажает, но видно, что она градусов на 5-6. Ну, поверьте нам, да, она в правую сторону, вот в правую сторону экрана она наклонена, это абсолютно точно. Эффект, конечно, как, да, в городе Пиза в Италии вот такая же башня. Но она немножко там более габаритная, но сюда, говорят, тоже можно наверх подняться и посмотреть на красивые виды города, особенно если это вечером. Правда, сейчас 10 вечера, но все закрыто. Базилика закрыта, и башня, к сожалению, тоже. А если вы хотите открыть новый закон какой-нибудь там Ньютона или Архимеда, попробуйте с яблоком залезть на эту башню и бросить ее, и куда Ой, не надо. Не дай бог, кому по темечку стукнет. Потом скажут, что это мы научили. Это была, конечно же, шутка, дорогие друзья. То есть этого делать не надо. Ну, а вон там римская стеночка. Пойдемте посмотрим. Перейдем дорогу быстренько. Сейчас практически середина августа. И почему мы пошли в 10 вечера? Потому что невозможно, дорогие друзья, гулять здесь днем. Очень-очень жарко. 36. Жара как в сауне. Сейчас 31. Сейчас 31. Поэтому, если вы поедете в это же время, в августе, то, конечно, гуляйте вечерком. Либо рано утром. До обеда, до 12. Вот. Ну, а лучше всего сюда приезжать, конечно, в октябре, допустим. В октябре проходит какой-то фестиваль здесь местный. Ну, либо какие-то другие осенние месяцы, может быть, даже зимние. Где-то тут местами выпадает снег. Я видела фотографии какие-то, ну, в какие-то годы. Ну, а вот это римские развалины, как утверждают. Все, что от них осталось. Статуя Цезаря Августа в Сарагосе установлена в честь основания этого города, который связан непосредственно с Августом. В 14 году до нашей эры, во время правления Августа, на месте современного города Сарагоса был основан римский военный лагерь, колония в его честь. Эта колония была создана для поселения ветеранов римских легионов, и ее название переводилось как «Колония Августа Цезаря», что подчеркивает связь города с первым римским императором. Сейчас 22:43 и 32 градуса у нас на улице. Жара. Ну что, наступил у нас следующий день, и мы приехали показать вам достопримечательность, про которую я вам говорила. Дворец Аль-Хафирия, дворец XI века, который в стиле мудехар построен. Мы зайдем, наверное, внутрь, посмотрим и увидим, что это за стиль и что там есть такого интересного и красивого. Размеры впечатляют. Здесь явно был какой-то ров. Ну, построен он еще при владычестве, как говорится, здесь мусульман. 11 век это уже была реконкиста во всем. Многие территории Испании были освобождены от владения мусульман. Но вот этот дворец как раз и был построен в 11 веке. Насколько я прочитала. Ну и нам осталось только найти вход и узнать, работает ли он сегодня, сколько стоит. Ну и посетить, соответственно, его. А пока мы идем в тени деревьев, потому что 27 уже с утра. Ну, кстати, прохладнее. После ночи достаточно прохладненько. Вот идем. И как местные жители все прячемся в тень под деревья. Так что всем привет, дорогие друзья, еще раз. Снова, да, сегодня у нас второй день нашего путешествия и прогулок по городу Сарагоса.
мусульманский правитель, при котором была построена в XI веке вот эта вот замечательная крепость, вернее дворец, он использовал это как крепость и как роскошную резиденцию, а уже потом, когда захватили христиане, то это было уже использовано и преобразовано под нужды новых владельцев, как говорится. И сейчас мы, наверное, пойдем, купим билетики, зайдем, посмотрим. Сообщаю вам, дорогие друзья, что для студентов 1 еврик стоит вход. Ну, надо предъявлять студенческие доказательства, что вы студент, короче говоря, а для взрослых 5 евро, да? Да, спасибо. Для взрослых 5 евро. Идем вот туда. Ну, как я сказала, что сейчас здесь уже заседает парламент Арагона. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот этот вот замечательный дворец Аль-Хафирия. Так мы зашли во дворец. Дворец отличается вот такой аркадой с резными арками, большое количество. Такое великолепное убранство в стиле, традиционном, наверное, арабском стиле. Плюс вот здесь вот дворик с апельсиновыми деревьями, тень. Это тоже такой традиционный арабский стиль. Внутренние дворики с фонтанами, с деревьями, с тенечком. Но, опять-таки, мы пройдемся, посмотрим. Вот стиль, я прочитала, что Мудехар отличает. Это использование кирпича. Это вот эти резные всякие элементы, которых здесь везде полно. Подковообразные различные арки. И вообще такое изобилие арок. Изобилие всего резного, шикарные потолки, азулежу может использоваться. Это мы зашли во внутренний дворик и сразу увидели вот такое великолепие. Конечно, впечатляет, но сейчас пройдемся по самому еще дворцу. Рассмотрим с вами все элементы. Опять-таки, повторюсь, мы не гиды, мы просто интересуемся и историей Испании, архитектурой, и различными архитектурными направлениями в разные эпохи. Смотрите, какая красота. А вот там наверху сохранилась даже фреска. Какая-то такая немножко уже старенькая и затертая. Ну а вот в этом зале заседает парламент Арагона. Принимают различные законы депутаты. Сейчас можно даже зайти посмотреть. Такой огромный зал. Ну, наконец-то мы попали в парламент. Ну, подумаешь, что Арагона, но все равно, главное, мы в парламенте. Ну, здесь принимаются законы. Сидят депутаты, голосуют, принимают законы, которые влияют, наверное, на развитие вот этого автономного сообщества Арагон. И самое интересное, что доступ открыт вот в этой Аль-Хафирии, дворце XI века. Можно спокойно зайти и посетить. Любой гражданин может зайти и посмотреть, где работают слуги народа. Да, вот, пожалуйста, зал. Очень интересно. А вот это, насколько я поняла, первая трибуна ораторов Кортеса, депутатского Кортеса Арагона с 1983 по 1987 год. То есть выступающий может сюда встать и что-то рассказать. Ты вот это его снимал? Так, и все 67 депутатов
11-я легислатура, да? Арагона. Угу. Каждый свое место занимает в зале. Интересно. Смотрите, все разделено по партиям, соответственно. Выделено, кто из какой партии. И даже есть свободные места, вакантные. Можно туда присоединиться для всех желающих. Да, если что. Ну и там вот генералитет как бы сидит. Очень интересно. Кортес де Арагон. Такая интересная у нас экскурсия сегодня. Так, ну мы это, значит, посетили Аль-Хаферию. Теперь, надеюсь, мы посетим базилику, где мы были вчера вечером. Ну, хотелось бы посмотреть фрески все-таки Франциско Гойя. И вообще зайти в базилику Кортес де Арагон. Вот, пожалуйста, парламент. Здесь заседает парламент. Так что тот, кто будет в Сарагосе, милости просим, заходите сюда. Ознакомьтесь, посмотрите, приобщитесь к жизни Испании. А мы идем дальше. Так, это у нас дубль 2. Сегодня мы снова идем в базилику. Сейчас зайдем, я надеюсь, посмотрим ее изнутри. Вчера мы вам показывали вечером. Сегодня вот при свете дня. Распиаренный Татьяной. Да. Очень хочется посмотреть фрески. Да? Вот сейчас туда пойдем. Обратите внимание, какие красивые цветные купола наверху. Фонтан все по-прежнему не работает. Кстати, сегодня ветерок такой приятный, 27 градусов. Ну, а завтра, послезавтра 40 обещано. Поэтому сейчас здесь жара. Некоторые вон под зонтиками ходят. Здесь видно, что кривая. Башня, да, видно, что она накренилась. Известная Сарагосская башня, которая наклоненная, как в Италии. Но мы сейчас зайдем внутрь базилики. Такая красота нас встречает на полу. Огроменная, огроменная. Вот эти вот фрески, обратите внимание, написано в источниках фрески Франциско Гойя. Ну, опять-таки, мы не гиды, но если я ничего не путаю, это базилика 12 века. Ну, а мы ее еще рассматриваем с точки зрения архитектуры, с точки зрения живописи, истории, какой-то такой вот особенности города Сарагоса. Еще раз хочу сказать, что в каждом городе Испании есть что посмотреть. Есть какие-то достопримечательности исторические, есть музеи. Здесь тоже есть различные музеи, дворцы. Есть музей Шпалер, статуи, музей Гойя. Ну, я думаю, что еще какие-то есть вещи, которые мы не успели охватить даже при чтении, ознакомлении с этим городом. Также парки, мосты. Думаю, что проводятся выставки, есть концерты, университет, аэропорт, вокзал. В общем, город замечательный, город красивый, есть что посмотреть и можно провести время. Но не в августе, дорогие друзья, потому что сейчас очень-очень жарко. Река Эбро, набережная и красивый каменный мост. И, кстати, вот там где-то есть смотровая площадка, с которой прекрасно можно полюбоваться вот этой вот базиликой. Особенно в вечернее время, когда она с красивой подсветкой. Ну а сейчас нам вот этот ларек пока очень мешает.
Так, это замечательный каменный мост, который украшен статуями, и наверху их красуются львы, гордые, красивые львы. Вот этим он тоже знаменит. Ну, а если идти по этому мосту, то можно увидеть вот эту замечательную базилику. Вот такой он город. Мы только чуть-чуть успели посмотреть. А здесь достаточно много достопримечательностей, но это уже как-нибудь в другой раз. Так, друзья, на вторые сутки мы проехали 575 километров от Ариэла Косты до Сарагосы, плюс поездили здесь. Потратили топливо порядка 60 евро ушло у нас на дорогу, и на отель ушло порядка 100-150 евро, плюс-минус с обедом и завтраком. Так что вот такие вот траты составили за первую часть нашего путешествия. Ну, а город очень интересный, зеленый, чистый, его моют. И много интересных мест, исторических мест, музеев, выставок. Есть спортивные стадионы, аэропорт и так далее. То есть вся инфраструктура. Так что город интересный для посещения. Рекомендуем. Заезжайте, приезжайте, прилетайте, смотрите, гуляйте, получайте удовольствие. Но не в августе. В августе страшная жара. Лучше, конечно, осенью, либо зимой, возможно. Ну, и на этом, я думаю, знакомство с городом Сарагоса у нас заканчивается. Сейчас мы едем дальше, мы поедем в Пиренеи. Так что смотрите продолжение нашего путешествия 2024. И я думаю, что вы увидите еще очень много интересного. Многие интересные места, многие интересные города. Мы вам обязательно кое-что покажем. Ну, а из Сарагосы все. Всем привет! Удачи, добра, хорошего настроения, путешествуйте, смотрите новые разные города Испании. Все, всем адьос, амигос.